So, area of study that's very important to our work is the acoustics. То, что очень важно в нашей работе, это вот исследование принципов психоакустики. Which is a field of psychology that evaluates the effect of what we hear on our perception and our function. Психоакустика – это психология восприятия звуков человека. And it studies the four foundations of acoustic processing. И изучает 4 элемента акустического процесса, Which are frequency, amplitude, time, and spatial perception. Это частота, амплитуда, время и восприятие пространства. Next slide, please. We have many different auditory skills. Ну, у нас есть много разных навыков такой слуховой тренировки. And the training and the listening program is designed to affect each of these processes. И вот эта наша программа, она как раз создана для того, чтобы влиять на каждый из этих процессов. So the ability to perceive sound frequencies and amplitude. То есть это способность воспринимать частоту восприятия, амплитуду восприятия. To train temporal processing for time perception. Также тренируется временный процесс слухового восприятия. The ability to localize sound in space. Также способность локализировать звук в пространстве. To attend to sound. Обращать внимание просто на звук. To discriminate differences and changes in sounds. Различать изменения звуков, то есть слуховая дискриминация. To recognize a pattern in sound and anticipate what sound is about to come. Узнавать какой-то определенный звуки и также ожидать, вот, что может, какой следующий может быть звук. To differentiate sound in the foreground from the background, such as speech within a restaurant. Также различать, воспринимать речь в присутствии какого-то фонового шума, ну, например, вот так как мы воспринимаем речь, например, в ресторане шумном. To train auditory working memory. Также тренировать слуховую память. To improve the ability to process an auditory scene. Также проводить слуховой анализ сцены восприятия. And for binaural interaction between the two hemispheres. И также для бинауральной интеграции между двумя полушариями. Slide, please. So the music in the listening program is organized according to different sound frequency zones. Вот эта музыка в нашей программе, она организована в соответствии с разными диапазонами музыкальных зон по частотам. The foundation of this work is based on the late French physician Dr. Alfred Tomatis. Доктор Альфред Модес, вот на основе на основе вот его исследований базируется вот эта программа. He was an ear, nose, and throat specialist. Он был отоларинголог, who pioneered the field of auditory stimulation methods in the 1950s. И вот еще в 50-х годах он стал, в общем-то, пионером в этом методе аудиостимуляции. His specialty in ear, nose, and throat was disorders of the voice. Его специализация была нарушение голоса. And he began treating opera singers that were losing their vocal range. И он занимался тем, что лечил оперных певцов, которые теряли голос, теряли диапазон. He discovered that their voice problems were not a vocal issue. И он выяснил, что их проблемы, это проблемы были не связаны с, то есть не вокальные как таковые проблемы. But a problem of listening and processing the sound of their own voice.
А это были проблемы, связанные с тем, что они не могли вот, воспринимать и правильно обрабатывать свой собственный голос. So he would do audiometric assessment. И он проводил такое аудиометрическое оценивание. To look at the function of hearing and listening ability. Он рассматривал функции, вот эти способности слушания и слышания. Through both the air conduction and bone conduction pathways. Через слуховые и воздушные проводимости. Костную воздушную проводимость. If he found deficits in the listening ability, и если он видел, что есть вот какой-то дефицит в способности слышать, difficulties processing different sound frequencies. Problem processing sound frequencies. Да, то есть вот проблема с тем, что в обработке частоты звука. He would prescribe an intervention of listening to acoustically modified music. Он тогда прописывал как раз вот слушание такой акустически модифицированной музыки. That would provide added stimulation to the frequencies where there was a deficit. И это стимулировало те частоты, где было где был дефицит в обработке определенных частот. This method was found to be effective. И такой метод оказался очень эффективным. Restoring the ability to listen to those sounds and to create them with a voice. И этот метод помогал восстановить вот, восприятие звука и соотнести это с голосом. This was scientifically investigated at the Sorbonne in 1959. В 1959 году научно исследовалась эта проблема в Сорбонне. And proven to be true and then called the Tomatis effect. И доказали, что это действительно так, и это назвали эффектом Стоматиса. This is a strong part of the foundation of the listening program. И это такая очень большая часть вот, основы нашей программы. What has been found is that we can, as human beings, process a broad range of sound frequency. Ну, что обнаружили, что мы, как люди, можем обрабатывать очень широкий спектр частот звуковых. From 20 Hertz to 20,000. От 20 Гц до 20 тысяч. And that the low frequency sounds below 1500 Hertz. А вот те звуки, которые идут частотой ниже, чем 1500 Гц, can influence sensory motor development. Могут влиять на развитие сенсорной моторики. And provide calming and relaxation. Они могут привести к тому, что человек будет успокаиваться, будет расслабляться. So low frequency sounds are very effective for relaxation for an anxious patient. Ну и поэтому вот такие звуки вот этой частоты, они очень эффективны для людей, страдающих беспокойством, то есть для того, чтобы они расслаблялись. And they can also have a profound effect on the vestibular functions. И также это может иметь очень глубокий эффект на функции вестибулярные. The middle to high frequencies are involved in attention and communication. Средние и высокие частоты, они влияют на внимание, на коммуникацию. And the high frequencies have relationships to higher neurological function. А высокие частоты, они имеют отношение к высшим нейрологическим функциям. And Tomatis had an interesting finding about the high frequency sounds. И вот Стоматис, он очень интересное сделал открытие, связанное с звуками высокой частоты. He noticed that many of his older patients that had high frequency hearing loss were depressed. Он обнаружил, что многие пациенты более старшего возраста,
которые вот теряли как раз восприятие высоких частот, они почему-то вот в депрессии находились. Is that okay? I thought you said something. Okay. When he prescribed music with additional high-frequency stimulation, the depression symptoms improved. И когда он прописывал такую музыку вот с дополнительной стимуляцией именно высокими частотами, то улучшалось состояние. I think this is a very interesting finding. И это очень интересный результат. I'll speak about research on depression in the listening program a bit later. Но я немножечко позже буду говорить об исследовании, которое касается вот этой программы изучения депрессивных состояний. Can we go back to the previous slide? Okay, so we see these different sound frequency zones on this chart. Ну вот видим разные зоны диапазонов, музыкальных диапазонов, диапазонов частот. When we make the music for the listening program, we record it Когда and мы modify it. создаем музыку для нашей программы, мы ее записываем и модифицируем. To focus in different sound frequency bands. Для того, чтобы она фокусировала на диапазоны разных частот. Next slide. I mentioned earlier that there is a pitch map in the auditory cortex. Ну вот я говорил уже вам раньше, что существует такая тонотипическая карта. So on the left we see the cochlea, the hearing organ. Вот слева мы видим улитку, орган слышания. That's organized so that different parts process different sound frequencies. Это так организовано, что разные части обрабатывают разные частоты. So for example, one of the frequencies in my voice now is about 2000 hertz. Ну, например, вот одна из частот моего голоса сейчас это 2000 Гц. And as that frequency is reaching your ears, the hair cells in the area of 2000 hertz have more firing than the other hair cells. Вот когда эта частота достигает вашего уха, то волосковые сенсорные клетки, которые воспринимают именно вот этот диапазон частот, они сгорают быстрее, чем... Больше импульсов передают. Больше импульсов передают, чем другие. So, enhanced action potentials. И они таким образом увеличивают потенциал. So, those sounds go from the subcortical areas to the midbrain up to the primary auditory cortex. И вот эти звуки, они идут в слуховую зону коры головного мозга. Then the neurons in that region of the cortex fire in response to those frequencies. А нейроны в этой зоне коры головного мозга, они передают вот в как реакцию дальше. Which is how we perceive sound. Вот таким образом мы звук воспринимаем. So I want you to think of a piano. Ну вот, например, подумайте о фортепиано. Each key is a different note or frequency. Каждая клавиша – это другая нота, другая частота. As I play the piano, the neurons fire in their specific regions. И вот когда я играю на фортепиано, это вот как те нейроны, которые передают звук в свои какие-то конкретные зоны. So in the listening program, we target different parts of this pitch map in the brain. И таким образом в нашей программе мы как раз фокусируемся на разных зонах вот этой тонотипической карты. To improve the function of those regions. Для того, чтобы улучшить функцию определенной зоны. But as I shared, the auditory cortex is only one part of the brain that's processing music.
Но вот, как я уже говорил вам, что слуховая зона головного мозга — это только одна часть головного мозга, которая обрабатывает музыку. So after we activate the cortex, then other areas are also involved. После того, как мы активируем кору головного мозга, то вовлекаются и другие зоны. Slide, please. We use different techniques to do this. Для того, чтобы это делать, мы используем разные методы, техники. With a term that we've created called neuroacoustic, or brain sound signal processing. Ну вот тот термин, который мы изобрели, мы называем это нейроакустическая обработка сигнала или обработка сигнала мозг-звук. So we've created different technologies for different training effects. И поэтому для получения разных эффектов от применения программы мы разработали разные технологии. Slide, please. So the listening program treatment sessions are 15 minutes long. Ну вот в нашей программе сама тренировка продолжается 15 минут. So I want you to think of it as one 15-minute song. Ну и думайте об этом как вот о песне, которая длится 15 минут. Which will be made up of 3 to 5 musical compositions. Такая песня будет состоять от 3 до 5 разных музыкальных произведений. Typically with the music of Mozart, Haydn, and Vivaldi. Ну, в основном это музыка Моцарта, Вивальди и Гайдна. That we have done very specialized recordings of the music. Но мы очень специальные записи этой музыки создаем. Then we engineer to affect how we perceive the frequency, the volume, the time, and the space. Дальше мы эту музыку обрабатываем таким образом, чтобы вот она отвечала тому, как мы воспринимаем сами звуки, как воспринимаем частоту, объем, время музыки. So the 3 phases of the training are very important. И поэтому очень важны 3 такой тренировки. So the A phase is the introduction. Первый этап, фаза А, это введение. The B phase is the primary training. Вторая фаза Б, это основная, первичная тренировка. Then the C phase or the transition. А фаза С, это интеграция или переход. In the 15 minutes, there's many elements of the music that are changing. За 15 минут многие элементы музыки меняются. So first is musical tempo. Но прежде всего это сам темп музыки. One of the ways that we improve temporal processing in the brain is to present it with music of different pacing or speed. Ну вот каким образом мы улучшаем деятельность головного мозга здесь? Это мы музыку проигрываем разной скорости, да, разный темп музыки. As music tempo changes, the brain entrains to the change. По мере того, как меняется темп музыки, головной мозг тренируется и приспосабливается к определенному And you can measure that изменению. change. И вот это изменение можно измерить. Respiration changes, Это меняется дыхание, heart rate, меняется сердечный ритм, and we can monitor brainwave changes with EEG. и при помощи электрокардиограммы мы можем отслеживать. Можем отслеживать. So changes that are happening in real time. То есть те изменения, которые происходят в реальном времени. The sessions begin with slower tempos of music of about 50 to 70 beats per minute. Начинается сессия с более медленной музыки, где-то 50-70 ударов в минуту. Then it gradually gets faster Потом она ускоряется постепенно.
to about 120 to 150 beats per minute. До 120-150 уже ударов в минуту. Then it slows back down. А потом опять замедляется. The music goes from simple orchestration to more complex, back to simple. Музыка, опять же, развивается таким образом. Идет более простая оркестровка, потом более сложная, потом опять более простая. We change the focus of sound frequencies over the 15 minutes. За 15 минут мы меняем фокусировку на частоте музыкальной. As well as changing volume dynamics or volume changes. И также меняем динамику и громкость. This technique is very important for monitoring and regulating arousal and mood of the listener. Эта техника, она очень помогает тем, чтобы модулировать активность слушателя. So that we provide the brain with enough stimulation and novelty to facilitate plasticity. Мы даем достаточно стимуляции, достаточно новизны для того, чтобы стимулировать пластичность мозга. Without overstimulating the child. Но в то же самое время мы не слишком So стимулируем его. it's a very delicate balance. То есть это такой очень-очень тонкий баланс. So this is a critical part of the technology is this engineering. Это критическая часть вот этой технологии. Next slide. And next slide. So I want to discuss the plasticity of the auditory system for 1 minute. Ну, хочу вот минуту посвятить пластичности системы слуховой. As we know, plasticity is the alteration of nerve cells in response to environmental change. Но мы знаем, что пластичность мозга – это изменение клеток как реакция на изменение окружающей среды. And alteration is generally associated with behavioral changes. И такое изменение, оно ассоциируется обычно с изменениями поведения. And of course, auditory plasticity relates to changes of the auditory system. И вот эта слуховая пластичность, она связана с... It's related To the auditory system. Да, с самой системой слуховой. We have 3 kinds of auditory plasticity. И есть 3 типа такой слуховой пластичности или гибкости. Each responds to auditory stimulation methods. Каждая из них отвечает на метод слуховой стимуляции. So there is developmental plasticity in the child. И есть такая пластичность развития ребенка, which can be enhanced in children without deficits. Она может увеличиваться у детей, у которых нет никаких There's нарушений. compensatory plasticity when there's been injury in the brain. Есть компенсаторная такая пластичность, если есть какие-то проблемы, нарушения головного мозга. As well as learning-related plasticity. И также пластичность, связанная с обучением. The latter two Последние две show us evidence that the adult brain also maintains auditory plasticity. Дает доказательство тому, что даже головной мозг взрослого человека все равно содержит вот эту слуховую гибкость или пластичность. And that formal auditory training methods like the listening program И вот такой метод обучения формальный, вот наша эта программа слушания, can facilitate what we call music-induced auditory plasticity. она может облегчать то, что мы называем слуховую гибкость, стимулируемую музыкой. As a rehabilitative method. И это метод реабилитации. Next slide, please. There are many neuroscience labs around the world investigating this. В всем мире очень много лабораторий специальных, которые исследуют все
One of the most significant is Northwestern University in the U.S. Одна из самых известных, значительных, это лаборатория университета Северо-Западного, в Соединенных Штатах. The Auditory Neuroscience Lab of Dr. Nina Kraus. Нейронаучная такая лаборатория доктора Нины Клаус. Who has identified that music training leads to changes in the auditory system. Она определила, что вот такое музыкальное воздействие, оно приводит к изменению слуховой гибкости. Which not only influences auditory function, but generalizes into other areas. И это влияет не только на слуховую функцию, но и в принципе на другие зоны.